мира непроявленного, в котором живут русалки, циклопы, демоны, бабы-ёжки. И там действует Джинны. магия. Для драконов деньги вообще не проблема. Вау! К доказательной медицине относится порядка всего 30-40% лекарств. Все остальное чистая магия. Но у меня муж лежит на диване, ничего не хочет, я его пинаю. Я не знаю, мы с ним все время деремся. Как мы придем к создателю в таком положении? В таком положении никак, только бутылочка пива. Вот мы роботы. И как нам перестать быть роботами? Ты пришла домой, ты точно помнишь, что ты ключи на стол положил, но их там нет. Возможно, ты их положила в параллельной реальности. Как тебе это? Есть только этот момент, и в этом моменте ты каждый раз себя пересобираешь. Смерть нам гораздо добрее, чем жизнь, потому что она от нас ничего не хочет. Если наш подкаст выпустить 10 лет назад... Отдельная палата, тщательный уход, интенсивная терапия, да. Нет слов. Друзья, всем привет! Сегодняшний подкаст, мне кажется, станет подарком весенним от Вселенной, потому что с нами Леонид Борисович Тальпис, это легенда, и человек, который создал вселенскую терапию, это его метод, мы сегодня об этом будем говорить, и хочется сразу начать с вопроса. Я была у вас на терапии, и как только мы зашли, группа собралась, Леонид Борисович сказал такую вещь. Начинаем всегда с того, что вытаскиваем себя из других людей и вещей. И вот эта фраза крутится у меня, мы с вами встретились 2 месяца назад, и она до сих пор крутится. Мы можем ее сейчас распаковать. Что значит вытащить себя из других людей и предметов, и вещей? Если я на что-то внутри себя не хочу смотреть, то я вынужден все время это видеть в других людях. Так устроена жизнь. Все, что я не хочу смотреть, мне все время показывают снаружи. И они тогда бесконечно играют в моем спектакле. Вы не принимаете свою злость, вы все время попадаете на злость в других. Вы не принимаете свою слабость или бессилие, она все будет время вылезать у других снаружи. Как эта версия? Прекрасно. Прекрасно. Но люди же находятся в иллюзии, им кажется, я все проработал. Вот сейчас есть фраза года проработался. Но событийный ряд, злость никуда не уходит, событийный ряд все равно накидывает тебе. Они говорят, и нет, и есть вот это несогласие. Ну, я бы не сказал, что проработаться вообще возможно. Скорее мы будем проводить аналогию с капустой. Лист за листом, пока не доберемся до кочерышки. Но не факт, это не гарантированно. Прикольно. Ну вот получается, вы делали подкаст, и я работаю с предпринимателями, вы делали подкаст с одним предпринимателем, и там говорили, что вот я вытаскиваю из бизнеса папу, и куда ты смотришь? Вот давайте посмотрим, как мы можем в бизнес тоже вкладывать себя или свои ожидания. То есть что значит вообще вытащить себя? Ну, не только себя. Все значимые фигуры из нашего детства до сих пор с нами живут. Мама, папа никуда не деваются, мы их засовываем всюду. Мы устроены очень просто. Мы в детстве получаем опыт взаимодействия с ограниченным количеством фигур. Мы научаемся этому, и потом, чтобы не тратить время и силы, все эти фигуры раскидываем по всему отрезку нашей жизни, чтобы понимать, ну вот в работе живет папа, я же знаю, как с папой взаимодействовать. А в жене живет мама, тоже хорошо, все понятно, все уютно. Но все так же, как и было с мамой и с папой. Да, с легкими нюансами, потому что фигуры иногда дергаются, костюмчик на них не очень, но тем не менее. Мы живем в иллюзии, мы живем в проекции, мы живем в куче вещей, которые мешают нам, собственно говоря, быть в реальном контакте с реальностью. Но иллюзии иногда такие правдивые. Как понять, что ты в иллюзии? Ну, наверное, это проще сделать в терапевтическом процессе, когда мы ставим тебя, твои иллюзии, твою реальность. Если иллюзии и реальность совпадают, значит, это одно и то же. Если они расходятся в сторону, значит, нет. Как тебе эта версия? Очень интересно. Но а если человек сам, у него нет возможности, как он самотерапевтироваться может? Я в иллюзии или нет? Самотерапия — это иллюзия. Даже самотерапия — это иллюзия, так что идите. Ну вот у меня вот есть рассказ один.
Моей подруге изменил муж. И она очень не любила, ненавидела даже, можно сказать, женщину, с которой он изменил. И прошло много лет, и она была на одной трансовой терапии, в которой ей примерно такое показали. И оказывается, она в этом трансе увидела, что та девушка, душа той девушки подписалась договор, что когда ты уснешь, я приду и разбужу тебя. И она этой изменой с ее мужем разбудила ее условно из той иллюзии, а она запала в иллюзию, что есть какая-то идеальная семья, я идеальная жена, у меня идеальный муж. Иногда нас из иллюзий вытаскивают больно, а иногда помягче. Вот когда больно, это про что? Ну, я не буду здесь суфлировать Господу Богу, у него свои планы на каждого из нас. Тем не менее, мы можем говорить о том, что нас либо учат, и это достаточно частая история, либо мы тащим какой-то урок из жизни. Мало этого, в текущей жизни все, что с нами происходит, как ты сама говорила, только что не исчерпывается. Есть родовая система, есть реинкарнации, есть воздействие. И это все определяет то, что мы называем своей жизнью, но нас в этой жизни очень мало. Мало этого, мы говорим о том, что большая часть нас роботизирована, и реально человеческой части, связанной с реальными свободами, с создателем, ну, дай бог, 3-5%. Все остальное робот, который совершает одни и те же действия, думает одни и те же мысли, чувствует одни и те же чувства. Как тебе эта версия? Я согласна, я не могу избавиться от одних и тех же мыслей. Новую мысль завести очень сложно. А как вы заводите новые мысли себе? Перестаю себя идентифицировать со своими мыслями и наблюдаю за ними со стороны. Тогда есть возможность, что придет кто-то новый. Интересно. А об других людей? Как вам история про других людей? Меняешь общение, меняешь контекст, и у тебя появляются новые мысли. Вуаля. Ну, я думаю, что все-таки причина внутри, а снаружи это экран, на котором это все проецируется. То есть вы собираете сначала внутреннее состояние, Да. и потом... Наша жизнь — это состояние, которое мы меняем, и, по сути, все, что происходит снаружи, это отражение наших состояний. Не зря я занимаюсь квантовой психологией. Наблюдатель влияет на наблюдаемый объект. То, что вы видите снаружи, это то, как вы за этим наблюдаете. И мы тогда говорим о том, что ключевое — это мировоззрение. Проводили гигантские исследования, что такое люди, которые более-менее удовлетворены своей жизнью. На первом месте стоит их мировоззрение. И мое мировоззрение определяет то, как я отношусь к жизни, ну и, естественно, логично, то, как жизнь относится ко мне. Ну вот раньше это называлось работа с установками, да? Убеждения, ценности, да. Или это глубже? То есть... Это глубже. Да, потому что очень многие люди как будто бы отработали свои установки, но все так же. Да, по одной простой причине, что это не относится к сознательному уровню. Осознаем мы очень малую часть того, что внутри нас творится. Приходит бизнесмен. Естественно, на сознательном уровне у него задача заработать деньги, развить какую-то идею. А на бессознательном уровне у него сидит идея о том, что задача его прийти к банкротству. И ни один человек это не обнаружит. Или вы вступаете в отношения, и у вас идея о том, что все будет хорошо, счастливо и замечательно, а через 2 года вы разводитесь. Потому что у вас сидит история про то, что все кончится разводом. Но вы же об этом не знаете. Но если думать, что даже через банкротство я приду к нечто большему и лучшему, как эта история? Не факт, потому что надо смотреть, а что за этим банкротством сидит дальше. И это тоже не ты, да? Конечно. Интересно. Получается, вот мы роботы. И как нам перестать быть роботами? То есть у мозга есть мозг? Роботы могут перестать быть роботами только одним образом. У нас есть создатель, неважно, как он называется, и там есть дух. И если мы говорим о том, что делает душа, душа — это как раз программа на эту жизнь. А дух — это связь с чем-то большим, и за счет вот этой связи с духом мы можем выходить за программы. Но это опять не дешевое удовольствие, это требует достаточно больших усилий, если очень утрировать.
Опять, ты же знаешь, я люблю эксперименты на живых людях. Да, я знаю. У нас есть секрет с Леонидом Борисовичем. Мы один подкаст записали и не выпустили, потому что там было большое шоу. Ага. Ты хочешь рискнуть? Я хочу рискнуть. Хорошо. Давай, я дам очень утрированный вариант. Допустим, есть 10-бальная система частотного диапазона, где мы находимся. 1 — это выживание, 10 — это связь с Богом. Хочешь, мы определим, на каком частотном диапазоне ты сейчас находишься? Давайте. Говори, 10 баллов, 10 баллов. 9, 9, 8, 8, 7, 7. 7. Вполне нормальный частотный диапазон. Но теперь подумай о какой-то теме, которая для тебя является вызовом, напряжением, проблемой. Для большинства людей это деньги, отношения и так далее. Ты про что сейчас подумала? Про детей. Хорошо. Дети у меня на 1 балл, Дети у меня на 1 балл. 2, 2, 3, 3, 4, 4. 4. То есть дети твою частоту опускают до 4. Интересно. В результате давай посмотрим интегральное. У меня сейчас 7 баллов, У меня сейчас 7 баллов. 6, 6, 5, 5. 5. Вот и остановились, да? Да. То есть таким образом мы, собственно говоря, и фунициклируем. Если мы говорим о выходе за программу, это начинается где-то с 8. С 8. То есть я была очень близка. Да. Эти Очень- маленькие монстры. Да, большинство людей живет в низкочастотном диапазоне в силу того, что их убеждения, ценности и подсознательные программы занижают частотный диапазон. А вдруг там есть что-то, что повышает? Вот Может. сейчас я была на 5, а раз и бизнес меня тык-тык-тык-тык поднял. Разочаровывать тебя. В основном все опускает, да? Не все, но тем не менее большинство людей, не прорабатывая эти вещи, употребим это слово. Почему это нас напрягает? Потому что там низкочастотный диапазон по определению. Все, что тебя напрягает, там низкие частоты. Потому что если это высокочастотный диапазон, наоборот, это тебе дает энергию. Но я И бы об этом ресурс. не говорила, да, условно. Да. Да. Ага. Давай посмотрим бизнес. Как ты думаешь, сколько у тебя баллов? 8. Хорошо, бизнес это 8, говори. Бизнес — это 8. 7, 7. 6. 6 лучше не делать 6. это. Не так 6. плохо. Вот это прямой контакт с реальностью. Думала так, а оказалось вот так. Да. Соответственно, в идеале, в кавычках, да, не у всех эта задача стоит, повышать свой частотный диапазон, переходить или переводить все те вещи, которые тебя напрягают, в более ресурсный частотный диапазон, и тогда они тебя ведут к создателю и к свободе. А если там низкочастотный диапазон, они превращают тебя в робота. Как тебе эта версия? Очень интересная версия, труднодостижимая. Давай возьмем любимую тему – деньги. Давайте. Для большинства людей деньги – это крайне низкочастотный диапазон. И А они вот давайте для меня проверим, какие Давай. деньги. Твоя Давайте, погнали. версия. 10. Хорошо. Вот человек в иллюзиях, видите, наблюдаете его Люблю прям в верить моменте. людям на слово, но всегда проверяю. Давайте. 10, 10, 9, 8, стоп, 7, 6, 5. Хотя дайте 5, 4. Серьезно. 3. 3. Вот это иллюзии. Так я думала, что у меня с деньгами все нормально. Это то, что люди не опознают, и то, на что они тратят свою жизнь, и то, за что они продают свой дух. Подождите, Леонид Борисович, здесь можно сказать фразу, которую вы не любите? Я не согласна, Баба-Яга не согласна. Смотрите, 3 — это почти нижние центры, то есть Значит, это это- выживание. У меня нет вопроса выживания сейчас. Нет, это говорит о том, что деньги для тебя являются чем-то требующим достаточно больших усилий. Это да. Извини. Деньги заставляют тебя не всегда делать то, что тебе хочется. Давай Это тоже по-честному. да. И так далее. Сейчас не буду дискредитировать тебя в глазах прогрессивной общественности. Да нет, нормально. Слушайте, ребята, я хочу, чтобы вы подключились к этой терапии пробуждения. Получается, я думала, что у меня с деньгами все нормально.
но нет. И вот откуда идет Ну, а дальше мы смотрим. Это из текущей жизни, это из текущей жизни, родовой системы, родовой системы, уровень родителей, уровень родителей, бабушек, дедушек, бабушек, дедушек, прадедушек, прабабушек, прадедушек, прабабушек, по отцовской, по отцовской, по материнской. по материнской. Это прадедушка? Это прадедушка. Да. Да. И у это тебя сразу прадедушка. пошла телесная реакция. Чувствуешь Да. это? И да, пошел жар. Да. Вот твоя история про деньги. И, по сути, это не твоя история про деньги. Это история твоего дедушки, который... Или прадедушки, которую ты несешь. Как тебе эта история? Офигительно, потому что я на этой неделе лечу на его могилу в Риад. Он в Сауди похоронен. Понимаешь? По сути, мы вольные странники, у нас своего ничего нет. Это мы свистнули у папы, это у мамы, это прадедушка, это из предыдущей реинкарнации притащили. Что делать? Знаете, Леонид Борисович, вот смотрите, получается, если ты можешь при этом хорошо зарабатывать, ты можешь думать, что у тебя нет проблем с деньгами, и у тебя могут быть закрыты материальные базовые выживальческие центры, и все равно ты взлететь условно не сможешь. Да, ты где-то потому что остановишься, это да? тебя заземляет. Если там низкие цифры, ты до создателя с 8 баллами никак не доберешься. Мне срочно надо поднять, чтобы я... И ты представляешь, сколько сфер у нас деятельности? И Которые далеко вот не, так. да, и далеко не везде там высокие цифры. Как вам подкаст залетает? Дальше будет еще интереснее. Оставайтесь. А я пока залетаю к вам с предложением. Для того, чтобы быть на высоких вибрациях, о чем мы говорим с Леонидом Борисовичем, для этого нужно сначала выстроить базу, разобраться с телом, со сном, с привычками, с дисциплинами, с питанием. И для этого мы создали клуб. Это не марафон, это не эфир, это целых 80 аудиоподкастов, 8 специалистов, разборы кейсов в самом удобном формате. Врачи отвечают вам на вопросы аудиофайлами, вы можете ехать на работу и слушать их. Все в восторге, пищат, визжат, поэтому я вас приглашаю туда, залетаем, выстраиваем свою базу, а потом летим на высоких вибрациях, можете путешествовать между странами, разобраться со своим родом, с мамой, с папой, с деньгами, с отношениями с собой, с отношениями с Всевышним. Это все доступно только человеку, который выстроил свою базу. Поэтому залетаем к нам в клуб, мы все там. Ссылка на клуб «Прокачка» ждет вас в описании этого подкаста. А вы возвращаетесь в подкаст. Давай коснемся. Ну, две любимые темы. Деньги и отношения. Ох, отношения я не хотела трогать в этом подкасте. Ну ладно, давайте отношения. Отношения. Давай снизу пойдем, чтобы время их сэкономить. Давайте сразу с двойки. Отношения 1 балл. Отношения 1 балл. 2. 2. 2. Все, я пошла. Заниматься До отношениями. Бога мне далеко. И это то, что, как мы живем. И это то, что мы строим. И опять же, эти 2 балла не потому, что отношения 2 балла, а потому что то, что у тебя напихано в отношения, приводит к этим 2 баллам. Мало этого, я не хочу сейчас, как бы, так сказать, навешивать ярлыки, но пока там эти 2 балла, построить нормальные отношения будет крайне сложно. Сейчас все задают вопрос с блокнотом. Как поднять 2 балла до 8? Опять, разбираться, откуда ты это свистнула. Хорошо, а что можно, вообще, что могут люди впихивать в отношения? Что там? Что угодно. Классическая женская история. В отношения можно впихнуть то, что мужчина — это тот, кто приносит деньги в систему. Знакомая история? Знакомая и очень бесячая, если честно. Конечно. Она ведет в тупик 100%, но все это делают. Отношения могут быть про власть. Отношения могут быть про значимость. 2 человека, находящиеся в убогости, ты знаешь эту тему во вселенской терапии, вступают в отношения, чтобы с утра до вечера бороться за значимость. Ну, я для кого-то это рассказываю, не знаю почему. Кто еще не знает? И так далее, и так далее. Это все называется отношениями, но это к отношениям на самом деле никакого отношения. А что такое тогда эталонные отношения? Ну, это очень сложный вопрос. Почему? Потому что, во-первых, для чего мы встречаемся? Но, тем не менее, когда мы говорим об эталонных отношениях, иллюзии, да, опять очередные, это близость. Как тебе это страшное слово? Прекрасно. Прекрасно. Это любовь. Это любовь. И это связь с Создателем, потому что вдвоем к Создателю прийти гораздо легче, чем в одиночку.
О, даже такая тема есть. Это вот Конечно. эти все близнецовые пламена. Да там, ну, давай коснемся уж совсем древних историй. Мы говорим сейчас о сексуальной части, но не о сексе, а о сексуальности. У языческих народов путь к Богу через сексуальность был максимально коротким, потому что соединяются две души и превращаются в нечто единое целое. И это на самом деле прямой путь к Создателю. Как тебе эта версия? Очень круто. Ну вот сидит сейчас девушка и говорит, вот ну, у меня муж лежит на диване, ничего не хочет, я его пинаю. Я не знаю, мы с ним все время деремся. Как мы придем к Создателю в таком положении? В таком положении никак, только бутылочка пива Чтобы поможет. в иллюзию обратно провалиться. Но, тем не менее, здесь же вопрос опять. Люди играют в моем сценарии. Что у меня за сценарий, что я выбираю таких партнеров? Что прописано в моем сценарии, что я такой, что я с этим мирюсь? Как тебе эти версии? Да, хорошо. Ну, давайте начинать с начала. Если наша жизнь театр и игра, как я выбрал именно эту пьесу? Ну вы же сказали, я не выбирала, это мой прадед за меня выбрал. Ну, помнишь, в как в отношении- «Обыкновенном чуде» мой любимый, это не я, это... Да-да. Мы все не я. И вот это, на самом деле, фильмы про зомби видела? Мы все зомби. Но нам кажется, что это нас не касается. Да, все сейчас думают, да нет, это не, это Селя Машанова и Тальпис такие, Да. а я нет. Вопрос очень серьезный какой. На что я хочу потратить свою жизнь? Большинство тратит на свою жизнь на вещи социально обусловленные. Машина, квартира, дача, отношения, дети, еще что-то. Но да, это программа души, с одной стороны, но хочет ли мой дух этого? У нас же этот вопрос не поднимается у большинства, потому что нам дух, как некую идею, как некое стремление вообще не обозначали. Давайте по-честному, большинство людей абсолютно живет в материальном мире исключительно. Да. А дух чего хочет? Правда. Света, Света. любви и связи с Создателем. И это никоим образом не противоречит ни бизнесу, ни деньгам, ничему. Просто тогда через него там другие частоты. Удивительно. Я как будто начинаю понимать, что вы говорите. Я не знаю, как вы, но да. Хорошо. Вчера у меня был разговор тоже с одной девушкой, она говорит, Аселя, вот можно двигать стакан много и часто, думая, что вот мне нужно двинуть этот стакан, а можно накапливать внутренний потенциал, что кто-то придет, если тебе надо его двинуть, то его двинут. То есть, получается, мы всегда работаем только с внутренними состояниями. Тебе не надо суетиться, Во мельтешить, делать вселенской действия. терапии однозначно. То есть есть два пути. Внешний путь, которым учат большинство людей, MBA и так далее, что нужно делать снаружи, чтобы изменить мир. Да. А с моей точки зрения, внутренний путь для большинства людей гораздо эффективнее. Если человек к нему готов, я меняю свое состояние, и автоматически все меняется снаружи. Ну вот, например, я хочу поменять состояние, но я же не знаю, каково это быть на девятке. То есть как я должна... Того, чего я не знаю. Естественно, если ты не видел телевизор, ты его и не хочешь. Да. Я могу тебе дать эту девятку. Для этого люди ходят на курсы, на тренинги или идут к Создателю другим каким-то путем, ретриты, медитации. Да, я очень верю в наставническую учительскую систему. Да. Она круто работает. Да, то есть, ну смотри, давай коснемся твоей истории. Как ты оказалась здесь, в Дубае? После нашей с вами работы Да. И ты перешла в другой частотный диапазон, так ведь? абсолютно. Друзья, чтобы вы понимали, у нас засекречен такой разговор. Мы с Леонидом Борисовичем 1,5 месяца назад сняли подкаст, в котором шла работа прямо в моменте перед камерами, после которой у меня жизнь так круто изменилась, что вот месяц, я уже сегодня получаю визу в Дубай, дети в школу идут. 180 градусов. Если Как очень это работает? утрировать, наша душа выполняет программу, а наш дух стремится к любви и к Создателю. И это мощнейшая тяга. И у некоторых из нас она имеет возможность проявиться в жизни. Понятно, что это не у всех задача, но когда мы с этим в контакте, это меняет все, что ниже.
человек, который в контакте с создателем и с любовью, гораздо проще решает материальные вопросы. Ну как, например, я с тройкой в деньгах, с двойкой там, условно, в отношениях, четверкой в детях каким-то образом могла в моменте поднять энергию. Что это происходит? Пиковое это состояние. милость? Это был пик. И на этой энергии, в этот момент пика, ты получаешь энергию, чтобы трансформироваться. Но дальше очень важно это состояние, что делать? Поддерживать. Иначе твои частоты опять начинают медленно падать до исходного уровня твоего. Ну вот я пытаюсь поддерживать, поэтому я вот в иллюзию, видимо, впала про деньги. Мне казалось, что все. Я могу дать тебе это состояние. На какое-то время. Понятно, Да. чтобы оно стало стабильным, нужно с этим работать. Убирать прадедушек, реинкарнационные все истории и так далее. А как мы работаем? Вот давайте туда зайдем, в эту ветку. Получается, с родом как мы работаем? Прощаем? Все Зачем? прощают бабушек и дедушек, мам, пап. Я не верю в прощение, потому что очень такая стрёмная тема. Прощение. Для того, чтобы тебя простить, я должен быть выше тебя. Да, Иди, прощаю. да. Но это иллюзия. Попросить прощения? Нет, не надо никого прощать, надо соглашаться. Соглашаться с тем, что так есть, что души этих людей выбрали именно этот опыт. Что твоя душа выбрала именно этот опыт, и благодаря тем задачам, которые стоят перед тобой в этой жизни, ты родилась в этом роду с его задачами. Как тебе эта версия? Классно. В иерархии реинкарнация всегда выше родовой системы. Реинкарнация выше родовой системы. Да, и поэтому мы рождаемся ровно в том роду, который соответствует нашим задачам. Поэтому Будда пришел в обычную семью. Да. Это чтобы исцелить, как бы. Бывает же такое, раз и Менделеев у тебя, или Эйнштейн родился. У нас есть собственные задачи, и у нас есть задачи для того окружения, в которое мы попадаем. У каждого соотношения разное. То есть, получается, вот идет твой род, передает тебе генно-морфологические свойства Но какие-то. ты попала качества. в него именно потому, что твоя реинкарнация вела к этим задачам. И мои задачи могут совпасть с задачами рода? Да, твоя душа выбирает именно тот род, который этим задачам реинкарнационным соответствует. Очень интересно. Потому что твоя душа к роду никак Не не привязана. привязана. Она могла появиться еще в миллионе вариантов родов. А как вы относитесь к теории? Вот я сейчас нахожусь в такой учительской системе, где говорят, ты должна очень много создавать милости, то есть такая как пропускная способность, но она тонкая, она не может быстро на тебя напасть и быстро расширить. То есть это такая милость, которая капается и исцеляет тебя. Как вы относитесь к этой истории? Накапливать хорошую карму — неплохая задача. Но опять из какого частотного диапазона? Самого лучшего. Я разговариваю как бот, да. Да. Проверим, из какого частотного диапазона, или не будем трогать милость? Нет, ну для меня милость — это милость, она от Бога. Проверим? Ну давайте. Видишь? Все перепроверяем, видите? Да. 10 баллов. 10 баллов. 9. 8. У вас руки какие-то запрограммированы. 8. Кому платить, чтобы останавливаться на восьмерке? 8. 7. 6. 5. 5. Такая милость ведет к очень долгой работе, чтобы ее накопить. Это как аналоговый телефон, да? Ребят, смотрите, милость не может совершаться из дефицита. Что такое дефицит? У меня чего-то не хватает, у меня чего-то нет. И тогда, если я из дефицита совершаю милость, это не ведет меня к просветлению. Но получается, тебе нужно достаточно долго держать состояние недефицитное, Изобилие. изобилие. Добраться до изобилия, и тогда милость достаточно высокочастотная, чтобы провести меня куда-то дальше. Как тебе эта версия? Прекрасно. Мне нравится. Я себе даже на заставку телефона ставила. У меня все есть, благодарю. Оно классно работает. Да, Ты конечно. реально закрываешь свой дефицит. Но там еще важная часть фразы «я согласна». Я согласна. Вот это не совсем Вот это твоя я история. забыла, да. Да. Согласие — это вообще не незнакомое слово. Скажи, я еще до сих пор на войне.
Я все еще на войне. Вы же меня отправили уже с войны, демельнули. Но видишь, Не уходишь, да? я приехал повоевать в Дубае. Нет. Видите, несогласие в действии выглядит примерно так. Да ладно, я приехала повоевать в Дубае. Еще где придется. Ага, что сейчас происходит? Ну, не хочу я воевать, В конечно теле же. что происходит? В теле согласие такое пошло. Конечно. Тело расслабилось, все, я согласна. Наверное, сильнее согласия ничего нет. Потому что до тех пор, пока мы свою жизнь тратим на несогласие, мы закачиваем ресурс во все, что нам не хочется и не нравится. То есть как может женщина за экраном сказать, я согласна, что мой муж или что у меня хреновые отношения, так? Да, как минимум. Это первая точка. Я согласна, что я... Если эта фраза не устроит, скажем вторую. Я буду продолжать делать то, что я делаю, чтобы получать то, что я получаю. Круто. Только одна альтернатива. Либо согласиться, либо делать то, что вы делаете, но если это не привело к результату до сих пор, шансов мало, что это приведет в следующее. Жестко, очень жестко. Мы-то думаем как? Я буду продолжать делать то, что я делаю, и думать, что я получу другой результат. Это нереально. Это нереально. Вот это точно иллюзия. Вау, круто. Это прям вкручивающая такая фраза, да? Ну да. Ну вот я согласна. Вот я закрыла свой дефицит. Ну, давай так. Ты согласилась с ним? Я согласилась сначала, что у меня есть дефицит. Да. Потом он как-то... А следующий этап. Ты можешь с ним разидентифицироваться после того, как ты с ним согласилась. До тех пор, пока ты с ним не согласна, ты и он — это одно и то же. А разидентифицироваться? Да. Все, с чем я не согласен, является мной. Как тебе эта история? Оказывается, я много чего. Много кем и чем являюсь. Круто. И единственный способ перестать быть этим — это согласиться с этим. И следующий шаг — разидентифицироваться, потому что это всего лишь программа, и тобой это не является. Круто. Но вот это самый ювелирный момент, потому что когда ты начинаешь соглашаться со всем, ты проваливаешь свою ущербность. Нет. И ты думаешь, раз я есть это все, значит, и там ты уже как выскочишь? Как ты разобщишься? Давай проверим. Давайте. Что тебя больше всего напрягает? Сейчас? Да. Ну вот дети, что с ними будет, как они будут взаимодействовать? Скажи, мы смотрели, что это на четверг, да? Да. Господи, Господи. я единственный твой официальный представитель для своих детей в этом пространстве. Я единственный твой официальный представитель в этом пространстве. Для Для своих детей. моих детей, да. Господи. Не для Тальписа. Да. Для моих детей. Кроме меня, Кроме меня, о них никто не позаботится. о них никто не позаботится. Господи, даже ты. И когда я о них тревожусь, Господи, И когда я о них тревожусь, Господи, я все время думаю о той жопе, которая может с ними случиться. я все время думаю о той жопе, которая с ней может быть. Потому что тревога — это никогда про радость, это всегда про жопу. Да. Господи, я боюсь, Господи, я боюсь, что если я не буду за них тревожиться, что если я не буду за них с тревожиться, ними случится другая жопа, а не моя. да, с ними случится другая жопа. Мне же нужна понятная, мною смоделированная Как задница. сейчас. Классно, классно, потому что я переживаю, они не знают английского, как они Господи. поступят здесь. Господи, Я знаю, я знаю английский, что их душа что их душа выбрала именно этот опыт. выбрала именно этот опыт. И соглашаюсь с этим. И соглашаюсь с этим. И у меня страшное предположение, И у меня страшное предположение, что моя любовь что моя любовь и согласие и согласие им пригодятся чуть больше, им пригодятся чуть больше, чем моя тревога. чем моя тревога. Я перепутала Я перепутала тревогу и любовь. тревогу и любовь. Ну, как все на этой земной Как все поверхности. мамаши. Как все родители на этой планете, да. Что Ну. сейчас происходит? Спокойствие. Конечно, проверим. Проверим. Дети — это 4 балла, Дети — это 4 балла. 5. 5.
6, 7, 8, 9. Да. Полетели в космос. Все. Господи, Господи. я пытаюсь все время прервать твою трансляцию для моих детей. Я все время пытаюсь прервать твою трансляцию для моих детей. И вот так мы живем. Но обрати внимание, что как только дети стали 9, сколько у тебя сейчас? Пустота образовалась. Проверим? Да. 10, 10, 9, 9. 9. Круто. Скажи, Господи, я с радостью наблюдаю Господи, я с радостью наблюдаю. за Твоей любовью к моим детям. Вау, за твоей любовью к моим детям. Чувствуешь частоты? Да. Как все, что нас окружает, может понижать наши частоты, так все, что нас окружает, может повышать наши частоты, если мы видим это в реальности, а не в своих фантазиях и иллюзиях. Потому что тот полковник, который у нас у всех живет в левом полушарии, он ничего хорошего не рассказывает. Он всегда рассказывает страшилки, пугалки. Согласись. Да, ну его задача, чтобы мы не упали лицом на асфальт. И если бы случилось хотя бы 5% того, что он нам рассказывает, никто бы из нас здесь не сидел. Вот она иллюзия номер 1, да? Да, и скажи, у меня нет другого полковника. У меня нет другого полковника. Я продолжаю верить этому. Голубчик. Да, точно. Мы очень странные люди, мы очень странно устроены. Наш интерпретатор, который живет в левом полушарии с утра до вечера, нам врет. И мы продолжаем ему верить. Я же говорила, что вы проснетесь. Весеннее пробуждение. Но мы же... А что можно? Получается, у нас есть родовая система. Вот сейчас, чтобы собраться, я отлетела заземлиться. У нас есть детство, у нас есть родовая система, выше которой стоит реинкарнационная система. А что выше? Есть еще инопланетный опыт. Мы реинкарнируем не только на Земле. Это как? Ну, наша душа, если мы предполагаем, что Вселенная бесконечна, уже спать не мешает эта идея, Вообще, вау. Да. то, соответственно, мы реинкарнируемся не только на Земле, у нас есть бесконечный опыт реинкарнации. Мы реинкарнируемся не только в телесной оболочке, есть куча миров, где тела как такового вообще нет. Угу. И тот опыт, который у нас оттуда взят, может влиять на то, как мы себя здесь чувствуем. Ну, ты это видел на семинаре. Я видела это на семинаре, очень круто. А как вот определить, кто инопланетный вот здесь? Ну, есть внешние критерии, то, как человек себя здесь чувствует. То есть, если мы говорим о том, что инопланетный опыт силен внутри этого человека, то человек чувствует себя здесь некомфортно, не в своей тарелке. Он смотрит на этих людей и удивляется, какие они странные. Он не пытается вступить в контакт. У него нет далеко идущих планов. Он ждет, когда за ним прилетят. К ним можно отнести великих гитаристов, певцов, артистов? Ну, я бы так оптом всех Я их уже... не заключал. Но достаточно часто те люди, которые не от мира сего, они не отсюда реально. Есть еще параллельные миры или параллельные вселенные. В одной реальности у тебя это происходит по-другому, в другой совершенно по-другому по отношению к тому, как это происходит здесь. Ты пришла домой, ты точно помнишь, что ты ключи на стол положил, но их там нет. Возможно, ты их положила в параллельной реальности. Как тебе это? Вообще непонятно. Вот сейчас у меня такой блок. Это как? У нас есть иллюзии времени и пространства. Да. У нас есть иллюзия, что есть время, которое течет снизу вверх, слева направо и так далее. Нет никакого времени, все существует параллельно. Но чтобы не сойти с ума, мы выбираем линейное течение времени. Точно так же нет никакого пространства. Твоя душа сейчас может быть воплощена в бесконечном количестве тел. И каждый раз, когда ты принимаешь какое-то решение, ты участвуешь в организации параллельной вселенной.
Согласись, в одной вселенной ты приняла одно решение. Да, ветки реальности, они Да, разные и всегда. они существуют. Ну и а как узловые станции какие-то? То есть мы подходим к какому-то моменту, там накапливается какая-то энергия, и ты должен принять решение. Так это? И Вот сейчас, эти- сидя здесь, я же не могу принять решение жить в Кейптауне. Его нету Кто тебе в поле. сказал? Ну да, кто сказал? Сейчас начинается абсурдная часть. Психоделическая. Да, но для этого, я думала, надо копить потенциал. Давай так, что мы можем разные вещи пытаться определить, но тем не менее, с моей точки зрения, опять вернемся к тому, с чего мы начинали, частотный диапазон определяет степень нашей свободы. Чем ниже мы в частотном диапазоне, тем более жестко спланирована и детерминирована наша судьба. Как тебе эта версия? Согласна, абсолютно. Пока не закрытые базовые потребности, ты не можешь быть. Поэтому частотный диапазон — это один из путей к свободе. Мы уже сказали, что это связь с Создателем. Есть магия, которая тоже не действует в рамках линейных законов. Что такое магия? Вот если распаковать для вас, что магия? То, что ты попал в Дубай, это магия или не магия? Это магия чистая. Да. Согласна. То есть, когда мы выходим за общепринятые причинно-следственные взаимосвязи, все происходит немножко по-другому, да ведь? Но на уровне, на поверхностном уровне, а глубинно же шла, помните, с вами работа. Да, конечно. Потом оно проявилось в событийном ряду. Мы с тобой говорили о том, что есть проявленное и непроявленное. Да. Проявленное — это 20%, это тот материальный мир, который, нам кажется, мы с каких-то позиций объяснили. Ну, это относительное объяснение, но тем не менее. И 80% мира непроявленного, в котором живут русалки, циклопы, демоны, бабы-ежки. И там действует Джинны. магия. Там другие законы. Как тебе эта версия? Мне надо подумать, но я даю этому место. Я же согласна теперь? 5 минут, как я совсем согласна. Хочешь согласиться, спроси меня когда. Я согласна. Я согласна, потому что Вселенная настолько большая и разнообразная, что этому есть место. Да, наверное. давай подумаем. Вот, Только зачем мне? То есть мне они зачем? Чтобы магия что? зачем? Да. Чтобы поднять свои частоты. Чтобы перестать руководствоваться убеждениями, ценностями, находящимися в этой реальности, которая тоже абсурдна. Ну, вот смотри, опять берем деньги. Давайте. Деньги самое простое. Да, ну наша любимая Да. же, да. Скажи, деньги достаются легко. Деньги достаются легко. Что говорит тест? Ладно, деньги достаются. Тяжело. Конечно. А теперь притворяемся, что ты сейчас, давай проверим для денег, что подходит. А какая бы магическая фигура тебя устроила? Просто вот первое, что приходит. Дракониха. Хорошо. Скажи, я дракон. Я дракон. Отлично. Класс. Для драконов деньги не проблема. Для драконов деньги вообще не проблема. Вау! Как это работает? Это magic. Магия в переводе. И в тебе эта драконья часть есть, но почему ты ей не пользуешься, просто ты о ней... Ну хорошо, а как я? Я что, должна надеть костюм дракона и гулять по Состояние. улицам? Состояние. Состояние, потому что состояние не требует наличия у тебя сейчас хвоста и когтей. Круто. Вы знаете, это у ченнелеров есть такая техника. Ты берешь своего дракона или там кита или кого-то, даешь ему имя, только не произносишь вслух, и его призываешь. Да? Я его использовала не в плане денег, когда я боялась летать. И когда там турбулентность шла, я говорила имя и говорила: давай, приходи, помоги мне справиться со страхом. И приходила дракониха по имени там. Ну, в общем, ты уже занимался магией. Да. Ну, конечно, сейчас, ребята, у меня большинство аудитории очень хорошо в исламе. Это как взаимодействует с религиями вообще. Но ты же знаешь, что ислам прекрасно относится к всяким энергетическим существам. Там они есть. Джинны. Да? Да. И он их не отрицает никоим образом. Интересно. Но это, опять-таки, это работа с внутренним
миром, состоянием. Вам не обязательно делать языческие какие-то вещи, трусы вешать на люстру и так далее. Да, ребят, джин так джин, не вопрос. Да, классно. О, это круто работает. Вообще, огонь. Я сейчас чувствую себя драконихой. Просто в непроявленном мире гораздо больше ресурсов и гораздо меньше ограничений. Смотрите, Леонид Борисович, сейчас у меня очень много есть ребят, которые за доказательную психологию. Но это же есть и в доказательной психологии. Это же есть работа с субличностями. Или Ты знаешь, ну... Вы же психолог. Вы знаете, Леонид Борисович врач и психолог с 25 лет. Сколько лет вы были психологом? Больше 25. Больше да. 25 лет. Смотри, мне неохота тратить жизнь на доказательную психологию. Маленький вопрос. Скажи, рентгеновские лучи и радиация существовали до того, как их открыли? Ну, конечно. Ну да, я не для себя. Я просто хочу тем, у кого вдруг возник вопрос. Вы говорите, ну, пусть возникнет, я согласен. Доказательная психология. Сейчас порядка 300 направлений в психологии. Да. Доказанных из них единицы. Да. Ну, реально. Но Да. при этом это не значит, что остальные не работают. Конечно. Это скорее значит то, что остальным там 250 нет времени, сил, энергии этим заниматься, доказывать. Понимаешь, о чем речь? Ну, конечно. А у нас же клиника тоже интегративной функциональной медицины. Мы тоже работаем в превенции Да. и в такой... К доказательной медицине относится порядка всего 30-40% лекарств. Все остальное чистая магия. Да. И так далее, и так далее. Смотри, все проходит приблизительно одну же историю. Есть центральная история, как это все устроено, и есть маргинальные вещи, которые через 10-15 лет становятся такими же центральными, и начинают все говорить, а кто же этого не знает. Да, точно. Если наш подкаст выпустить 10 лет назад... Отдельная палата, тщательный уход, интенсивная терапия. Точно, Все точно. было бы за счет государства. Да. Точно. Интересно. Поэтому все работает. Вопрос в том, что мы находимся в разных частотных диапазонах. И к нам в качестве клиентов или в качестве друзей приходят те люди, которые находятся в резонирующем с нами частотном диапазоне. Угу. И это нормально. И если мы хотим свою менять реальность, то наиболее эффективный путь – это изменение частотного диапазона и связь с Создателем, и магия. А есть еще третий вариант – жизнь на пределах. О, это очень интересно. Давайте. Потому про что, это. когда я максимально использую и реализую свои возможности, я тоже выхожу за общепринятые правила. Те люди, которые типа Илона Маска создают что-то принципиально новое, они точно не живут в общепринятом. Вообще нет. А мы можем сейчас проверить мои пределы? Как пределы проверять? Тоже? А Так же? пределы, ну, если очень утрировать, есть 4 диапазона. Первый диапазон – это человек занят выживанием. Угу. Окей. Второй диапазон – это человек занят накоплением материальных ценностей. Угу. Это не я тоже. Да, и между вторым и третьим диапазоном это истории про значимость, про власть, Угу. про проявленность, вот эти все истории. А третий диапазон – это история, когда человек уже начинает интересовать духовный мир. Угу. И четвертый диапазон – это история, что я здесь не только для себя, но уже в большей части для других. Это Будда, Магомед, Иисус и так далее. Тальписы. Нет, я все-таки еще не только для других, для себя тоже. Угу. А когда вы думаете, что должно произойти, чтобы вы были не для себя, а для других чисто? Ну, как минимум, если ты знаешь, большинство людей, которые становились посланцами высших сил, они полностью отказывались от своей жизни. Как что? А вы не полностью отказались? от Нет. своей То есть у меня есть моя жизнь. А Будда ушел из семьи, ты же знаешь, да? Да. Ну и все остальные ребята тоже. Поэтому, да, в этой жизни мои задачи очень сильно связаны с тем, что я здесь для других, но при этом и есть моя жизнь. Поэтому на Будду я пока не тяну.
Ну, я так поняла, что вы материально очень обеспечены, да? Если, Нормально если все. можно, да, Да, у вас нормально. да. И вы как-то говорили, что вы не верите в условно в материально бедных, но духовно богатых людей. Я считаю, Поясните что эту. если, опять, все устроено в виде пирамиды. Мгм. Если я в этой пирамиде нахожусь в вершине, то все, что внизу, я умею решать. Я был там Да, и знаю. да. Поэтому еще раз говорю, с духовного уровня материальные вопросы решать на порядок легче. А если человек вот отказался от всего и хочет только духовным заниматься? Не вопрос. Отказаться можно, если он умеет это решать внизу. Это как? Это... Ты умеешь зарабатывать деньги, и они тебя перестают волновать. Но у тебя есть доказательства, что ты это умеешь. Ага. Как тебе эта версия? Я хочу эту версию прожить. Круто. Леонид Борисович, а вот, соответственно, я хочу прожить эту версию. Давайте снова в кванты залетим. Ты в будущем — это кто? Если нет прошлого, настоящего, будущего. Помните, вы говорили, что успешные предприниматели — это те, которые связаны с собой в будущем? Я говорил о том, что уверенность — это связь с собой в будущем. Потому что когда мы имеем эту связь с будущим, по сути, ресурсы, энергия поступает из того события, которое случится. И те люди, которые действительно чего-то достигают в своей жизни, у них эта связь достаточно сильная. Они, несмотря на неудачи, сложности или еще что-то, встают и идут дальше, потому что у них там есть А маяк. с чем она связана, эта уверенность? Что-то надо протереть там. Да, это опять техника работы. Большинство людей с будущим не очень связаны. По одной простой причине. Товарищ полковник говорит, там жопа. Давай лучше не будем на это смотреть. Обрати внимание, что это общая тенденция. Общее. И действительно, когда мы на группах проверяем, насколько человек опознает свое хорошее будущее, хорошего будущего почти ни у кого нет. И если мы берем предельный вариант хорошего будущего, это хорошая старость. В нашей культуре, опять же, на группе ты это видела, хорошей Да. старости нет ни у кого. Да. А это точка, которая, по сути, определяет, как мы живем сейчас и куда мы двигаемся. То есть надо создать сначала точку, к которой мы двигаемся, и тогда выстраивается вся линия отсюда туда. Это прекрасно, Леонид Борисович, да. Там как будто туман, ты не видишь себя. Есть люди, которые... Я вот просила одну девушку написать письмо из будущего себе. Она говорит, я написала. Я говорю, с какого возраста? Она говорит, с 38 лет. Я говорю, вам сейчас сколько? Она говорит, мне 37. Ну, то есть мы можем, горизонт у нас такое видение, год, два, 10. Да, и здесь очень важный момент какой. Перестать слушать полковника и начать слушать себя и создателя. Как тебе это? Ну и желательно рисовать, да? Так, куча техник. Ну, то есть вы верите в визуализацию или это фиксация на таком образе? Визуализация — это одна из множества техник. Но опять здесь вопрос такой, что мы достаточно часто пытаемся создавать искусственные истории. Да. А здесь очень важно почувствовать, что хочет мой дух, куда я на самом деле иду. И что для меня важно, потому что большая часть созидающей визуализации уходит на социально приемлемые способы жизни. Опять, все созидают деньги, отношения и всякую другую херню. Да. А что можно созидать? Свет. Попробуй на секундочку закрыть глаза. Что происходит? Прекрасно. Это или что-то мне светит в глаз, или внутренний такой свет? Внутренний свет, конечно. А теперь добавим немножко. Давайте. А теперь есть свет, закрой глаза. А еще есть любовь. Но не наша человеческая, ограничивающая, а божественная. И в этой любви уже есть согласие со всем, что с нами происходит.
Что сейчас? У меня нет границ сейчас. Конечно. Очень круто. Ой, да, не было только что. Растворилось. Обрати внимание, как после этого состояния сложно говорить. Нет слов. Ну, потому что слова не имеют смысла. Обрати внимание, что большая часть наших слов связана с полковником. Он пытается все объяснить, простроить причинно-следственную взаимосвязь, но это все иллюзия. У меня есть метафора, которая мне нравится очень. Она не моя, я ее свистнул, но тем не менее она не перестает от этого мне меньше нравиться. Предполагать, что наш внутренний интерпретатор влияет на нашу жизнь, и наши объяснялки как-то ее перестраивают, это то же самое, что предполагать, что товарищ, который сидит в будке во время футбольного матча и комментирует его, влияет на то, что происходит на поле. Мы ни на что не влияем. И представь, какую часть жизни мы тратим на эти объяснялки. А обрати внимание, что, опять же, к состоянию можно прийти за мгновение. Вообще. И мы сейчас не занимались с тобой никакими практиками. Блин. Да. Сейчас я вернусь, надо заземлиться. Смотрите, получается, я теряю мысль. И так у меня СДВГ, теперь на СДВГ у меня наложился свет, ребята, теперь все. Но вы эти состояния мы можем передавать? Вот вы мне Конечно. сейчас передаете, а я могу кому-то Конечно. передавать? Я тоже могу передавать. Конечно. Если ты находишься на соответствующем частотном диапазоне, ты можешь это транслировать. Мы забываем, что мы все время транслируем наше состояние. Только состояние. Конечно, у нас больше кроме состояния ничего нет. И когда мы транслируем нашим детям состояние тревоги, у них есть только один выход — соответствовать этому состоянию. Поэтому у нас тревожное поколение детей, да? Ну, как варианты. Когда мы транслируем состояние пустоты, то наши окружающие начинают нам создавать всякие смыслы. А что такое пустота? По-вселенски. Пустота, она бывает разных уровней. Есть пустота первого порядка. Это история про страх оказаться без смысла. Знаешь такое? Знаю. У нас начинается тревога, судорожное телодвижение, мы пытаемся вытереть пыль или чем-то заняться. Точно. Мне это очень знакомо. И есть пустота второго порядка, которая из реальности ничего нет. Все иллюзия. И это сильно успокаивает. Потому что если все иллюзия, нет смысла к чему-то привязываться и за что-то бороться. Это такая пустота, к которой мы стремимся. Да? Как тебе это? Вообще, мне очень нравится. И вот это второго порядка, до нее нужно как-то расти, как-то доходить. Закрой глаза. Я уже хочу встать и идти к пустоте второго порядка. Итак, мы остановились на том, что был свет и была любовь. И вот свет начинает потихонечку гаснуть. Исчезает чувство любви. И ничего нет.
И одновременно есть все. Потому что в пустоте есть все. И с другой стороны, все является пустотой. И ты потихонечку оттуда выныриваешь. Ну, это очень мощное состояние. Конечно. И ты вот здесь опять. И ты возвращаешься к своим любимым игрушкам. Ну, давайте, да. Пустота второго порядка. Кстати, те, кто находится с той стороны экрана, все это могут почувствовать, если они присоединятся Я к тебе. уверена, что они прочувствуют. У меня такая аудитория крутая, вы такие молодцы. Мне кажется, мы уже быстро заскочили в этот поезд Бангалора. Я прям представляю, из окон торчат. И все едем. Леонид Борисович, это очень круто. И есть только этот момент, и в этом моменте ты каждый раз себя пересобираешь, да? Да, ты можешь обнулять все то, к чему ты привязан, все то, что тебе кажется важным, потому что это все иллюзия. И смерть — это тоже иллюзия. Конечно. Ну, как минимум, наши мысли о смерти — это иллюзия. Сам факт прерывания, он есть. Но если мы посмотрим на смерть, на жизнь, на группах я часто это делаю, то смерть нам гораздо добрее, чем жизнь, потому что она от нас ничего не хочет. А жизнь от нас все время что-то хочет. Да, точно. Вот вам один плюсик в копилку. Знаете, так интересно, наверное, пора, уже и слова заканчиваются, пора сворачиваться и честь знать. У меня есть няня и моих детей, и я начала давать ей подкасты ваши слушать. И она на нон-стопе, как сериал, просмотрела все подкасты. И вы знаете, она так изменилась. Она стала нереальной, просто высоковибрационной женщиной. Вот она сейчас со мной в Дубае ходит по Дубай-молу, говорит, я всегда должна была так. Я понимала это. И впервые выехала за рубеж. И она мне говорит такую вещь. Теперь будем всех нанимать. Она у нас теперь повысилась, стала домоуправительницей. Говорит, будем всех нанимать только после вселенской терапии. Представляете? И я тоже искренне считаю, что всем нужно пройти вселенскую терапию для того, чтобы понимать вот мировоззренческая история, да, то есть это же не терапия, это не метод, это мировоззрение, да? Да, и это важнее, чем, собственно, терапия. И для этого сделаны отдельные мировоззренческие семинары. Я воспользуюсь поводом, поскольку, я так понимаю, в основном Казахстан тебя смотрит в первую очередь, да? Казахстан, Россия. Угу. У нас будет в Казахстане мировоззренческий семинар. Когда? В октябре-ноябре где-то В так. октябре. Запишите себе октябре-ноябре, потому что я не могла попасть. Вы потом мест не найдете, правда? Угу. И там как раз история какая, что я не только рассказываю, потому что рассказ — это рассказ, я показываю. На живых людях из зала я их вызываю, и мы все вместе смотрим, как это все устроено, и тот, кто находится в зале, он может присоединиться в любой момент и посмотреть, насколько это мировоззрение ему подходит. Очень круто. Друзья, я советую вам сделать это, потому что ваша жизнь потом изменится. Вы, возможно, будете в другой иллюзии, но вы будете в классной иллюзии другой. Ну, я могу сказать так, что вот эти иллюзии, они поприятнее точно. Да, они поприятнее. Чем борьба, чем дефицит. Чем несогласие. Чем несогласие, да, о святом не будем. Так что, пожалуйста, мы желаем вам счастья, любви и согласия. Да, Леонид Борисович? До встречи. Спасибо вам большое. Это было прекрасно.